Друзья, вы на канале с кофе по жизни. И если вы на канале впервые, то нужно обязательно подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А меня зовут Юрий Стремахов, я более 18 лет занимаюсь кофе. И в этом выпуске мы с вами будем разбирать кофемашину от компании DeLonghi. Это кофемашина рожкового типа, рожкового, потому что для приготовления кофе используется рожок. Правильно этот рожок называется холдер. И в нем находится специальный фильтр, который называется правильно портофильтр. Значит, это кофемашина серии ES685. И рядышком с ней находится кофемолка тоже от компании DeLonghi. И это кофемолка серии KG7989. Это оборудование полностью предоставлено мне, моим подписчикам Максимом. Поэтому, Максим, спасибо тебе за оборудование. Обещаю его сохранить в целостности и сохранности и ответить на все вопросы, на которые ты попросил меня ответить. Поехали, давайте разбираться с кофемашиной. Вообще, если смотреть на этот комплект, то у нас он абсолютно правильный. У нас есть кофеварка рожкового типа, и к ней нужно обязательно приобрести кофемолку. Потому что если вы купили такую кофемашину, то вы не сможете подобрать помол, просто покупая кофе в магазине. Давайте я расскажу про устройство этой кофемолки. Вот это бункер для того, чтобы сюда смалывать кофе. Спереди находится рычаг, который отвечает за время. Это таймер. Вы можете поставить, и он автоматически выключится, перестанет смалывать кофе. Сюда засыпается молотый кофе. И очень интересный бункер. Он сделан очень хорошо. Он такой двойной чехол засыпается. И с левой стороны находится регулировка помола. Здесь подписано грубый, средний помол и очень тонкий помол. И вообще кофемолка хорошая, она стоит недорого и за свои деньги она полностью отрабатывает. То есть на сегодняшний курс такая кофемолка стоит примерно чуть больше 50 долларов, там 50, может быть 60 долларов. За эти деньги это очень прекрасный инструмент. Но если говорить про конкретную модель к этой кофемашине, она не очень сильно подходит, потому что работает помол в эспрессо на самом минимуме. В остальном кофемолка неплохая. И в данном комплекте, на мой взгляд, может существовать. Но у нас кофемашина серии Dedica. Это серия вот конкретной кофемашины, которую мы будем с вами сегодня разбирать. Есть точно такая же кофемолка серии Dedica, которая больше подходит, она специально для этого сделана. Сейчас фотография этой кофемолки появится, вы ее увидите. И я рекомендую все-таки не вот этот комплект покупать, а по возможности купить кофемолку одной серии. Но это тоже допустимо. Тестировать кофемолку не будем, здесь ничего сложного нету, но с точки зрения помола она мне не очень понравилась, поэтому убираю ее. Итак, давайте перейдем к самой кофемашине. Я буду сразу говорить про плюсы. Мне очень нравится, как холдер вставляется и фиксируется. Здесь есть шкала, которая показывает, как правильно его вставлять. Здесь находится как бы двойная подставка. Одна подставка и емкость очень большая, что на самом деле скапливается много воды, примерно миллилитров 250. Для такой крохотной кофемашины это очень много. И вторая здесь подставка, обратите внимание, тоже сделана очень красиво в такой штуке, для того, чтобы можно было поставить более высокий стакан. С обратной стороны находится бункер для воды, и для этой кофемашины он тоже огромен. Вот он. Вот такой бункер находится с обратной стороны, легко снимается. Значит, в комплекте еще есть стандартный стимер и вот такая насадка Panarello. Здесь нарисовано, что когда нужно взбивать горячее молоко или делать капучино. Но я вам не рекомендую пользоваться насадкой, лучше всего пользоваться открытым стимером. Здесь с ним есть некоторые проблемы, я потом про них отдельно расскажу. По устройству и эксплуатации самой кофемашины. Здесь всего 3 кнопки. И представьте, что все эти 3 кнопки выполняют абсолютно все операции. Ну, конечно же, здесь понятно, что это кнопка приготовления кофе и Double Espresso, Espresso, Double Espresso. Кнопка, которая переводит кофемашину в режим пара. Но самое интересное, что этими кнопками еще можно и настраивать кофемашину. Вот эта кнопка, кнопка пара, является еще кнопкой, которая переводит кофемашину в режим программирования. Нужно нажать на эту кнопку, подержать 10 секунд, и кнопки начнут мигать. В зависимости от того, какую кнопку вы нажмете, первую, вторую или третью, кофемашина перейдет в разный режим настроек, то есть будет выполнять разную функцию настроек. Если мы нажимаем первую кнопку, вот эту, то мы, соответственно, выбираем меню номер 1. Это меню настройки температуры кофе. Есть 3 режима. Ну, соответственно, низкая температура, средняя и высокая. То есть, когда мы нажали и подержали 10 секунд,
В случае, после того, как кофемашина вошла в режим программирования, нажав эту кнопку, мы переходим в режим настройки температуры. Это, соответственно, если я нажимаю на эту кнопку, будет самая маленькая температура, на эту будет средняя, и на эту, если нажимаю, то, соответственно, будет самая высокая температура. После этого кофемашина эту опцию запоминает. Все, машина запомнила ту температуру, которую мы установили. Значит, еще при помощи этой кнопки можно настраивать жесткость воды. По такому же самому принципу нажали, удержали. Через 10 секунд просто нажимаем не на первую кнопку, а на среднюю. Вот на эту кнопку. И мы переходим в меню жесткости воды. Дальше, если нажимаем, там низкая жесткость, средняя и самая жесткая вода. То есть выбираем также 3 кнопками. Значит, при помощи этих 3 кнопок можно на кофемашине также установить время выключения. Она может выключаться, если на маленькую кнопку нажимаем, то через 9 минут, если на среднюю 30 минут и на кнопку пара через 3 часа кофемашина автоматически сама выключится. Что еще можно настраивать этими 3 кнопками? Можно, конечно же, перейти к сбросу, к заводским настройкам. То есть вот при помощи этих 3 кнопок все можно настроить. Скажу, что в комплекте с кофемашиной идет прекрасная инструкция на русском языке. И здесь детально вот все эти моменты рассказаны просто поэтапно. Поэтому я уже так прямо каждую кнопочку проходить не буду. Но вы, если зайдете, то можно все прочитать. Хочу, чтобы просто вы понимали суть и смысл этой кофемашины. Здесь 3 кнопки. И 3 этими кнопками можно и температуру настроить, и жесткость воды настроить, и время включения-выключения кофемашины настроить, и вернуться к заводским настройкам. То есть 3 кнопки, все опции выполняются. Ну и самое главное, здесь также можно, конечно же, кнопки запрограммировать на четкий пролив. То есть не просто заводские установки по проливу порции, объем порции, а еще можно поставить свою персональную порцию, свой собственный объем. Для этого нужно нажать на кнопку и подержать. Не отпускать кнопку сразу. И кнопка начнет мигать. В том месте, где вы ее установите, она запомнит тот самый объем воды, который вы установили, и будет в следующий раз к этому объему постоянно возвращаться. Вот такая простая, на первый взгляд, кофемашина, состоящая из 3 кнопок. Сейчас мы с вами перейдем к приготовлению эспрессо, но я расскажу, зачем мне такое количество всяких аксессуаров здесь находится на моем столе. Во-первых, в комплекте с кофемашиной идет, скажем так, несколько сеточек или портофильтров, правильно их называют. Вот таких вот штучек, в которые насыпают кофе. Здесь сейчас стоит двойной на 2 порции, как бы. Одинарный портофильтр есть, на нем с обратной стороны есть вот такая отметочка, на сколько порций. И портофильтр для чалды. Чалда — это кофе, упакованный, молотый кофе, упакованный в бумажный пакетик. Это такая порция уже сразу готовая. И в комплекте с этой кофемашиной идет 3 разных портофильтра. Если вы будете использовать чалду, то вот этот фильтр вам точно понадобится. С точки зрения приготовления эспрессо, вот этот одинарный портофильтр, ну, в принципе, не нужен, потому что эспрессо не получается высокого качества. И я убрал кофемолку из кадра DeLonghi. Почему? Не потому, что она плохая. Она нормальная кофемолка, но она не позволяет мне раскрыть весь потенциал этой кофемашины. Если вы заметили, то я к этой кофемашине отношусь с некоторой любовью, потому что она мне действительно очень нравится. За свои небольшие деньги примерная цена на нее всегда была около $200. Но сейчас я зашел в интернет и посмотрел, за счет того, что все цены на кофемашины снизились, она примерно стоит столько же, сколько и до повышения курса доллара. Поэтому сейчас это, наверное, даже дешевле. Около $180. За такие деньги машина прекрасно варит кофе. Поэтому для того, чтобы раскрыть весь ее потенциал, я взял свою ручную кофемолку Time More. И в ней настроил помол, на этой кофемолке настроил помол. И при помощи этой кофемолки буду раскрывать потенциал кофемашины. Еще у меня на столе есть такой прибор, я им никогда раньше не пользовался, в кадре никогда вам не показывал. Это рефрактометр. Это прибор, который специальным образом откалиброван под кофе. Это специальный рефрактометр, он измеряет ТДС кофе. И по формуле можно пересчитать и вычислить экстрактивность кофе. Один из важнейших параметров в эспрессо и вообще в кофе – это экстрактивность. Так вот, я вам скажу, что средняя экстрактивность в бытовых кофемашинах, даже самых дорогих, она примерно 15-16%. Норма при этом для эспрессо стандарт – это 19%. Эта кофемашина сегодня мне позволила приготовить и получить экстрактивность почти 25%. Поэтому, несмотря на ее маленькие размеры, эта машина может творить чудеса. Значит, давайте перейдем к приготовлению эспрессо. Я буду
делать кофе и параллельно буду комментировать. Наверное, пару раз в своих роликах я для работы на бытовых кофемашинах использовал моносорт. Но сегодня для конкретной кофемашины я использую не просто моносорт, а это Эфиопия, довольно твердый сорт кофе. Почему? Потому что кофемашина с этой задачей справляется легко. То есть она, в общем-то, прекрасно готовит этот кофе. Для того, чтобы приготовить двойную порцию, я использую 14 граммов кофе. На мой взгляд, это максимальный объем кофе для этой кофемашины. Можно при желании всыпать в этот холдер 16. Но тогда получается, что кофе упирается уже в варочную группу, и кофемашина работает не совсем корректно. Поэтому на 14 граммах можно приготовить прекрасный эспрессо. Как-то меня спрашивали, сколько времени занимает помол. Ну вот считайте, если я не буду прерываться, то в среднем на 14 граммов кофе кофемолка это в ручном режиме смалывает их за 30 примерно секунд. То есть это такое время, за которое можно получить помол. Я чуть помолчу. Все, кофе готов. Обязательно делаем контроль. Перевзвешиваю порцию. Все прекрасно. Как было, так и осталось 14 граммов кофе. Снимаем холдер, протираем его насухо. Я для этого использую одноразовые бумажные салфетки, можно полотенцем. Высыпаем кофе в этот холдер аккуратно. Слегка разравниваем кофе. И сейчас будем готовить эспрессо. Значит, машина мне действительно это нравится. Нравится за то, что стоит недорого, а на ней можно реально приготовить нормальный качественный кофе. Вот такой вот темпер шел в комплекте. Это ручка для темперовки. Вот. И я решил, используя эту машину, снять еще один ролик про то, на что стоит обратить внимание при приготовлении эспрессо в домашних условиях. Этого не будет в этом ролике, это будет отдельный ролик. Значит, что нужно сделать перед тем, как ставить холдер в варочную группу? Нужно сделать пролив. Буквально несколько секунд. Значит, я буду использовать вот такой стеклянный стакан и весы. Также расскажу в следующем ролике, для чего я это делаю. Вставляем холдер в варочную группу. Здесь я буду смотреть время, за которое готовится кофе. В этой кофемашине есть режим предсмачивания. То есть, когда мы нажимаем на кнопку, то сначала есть такой первый звук, потом пауза и следующий звук. Поэтому секундомерно нужно начинать после предсмачивания. Вот сейчас стартовало время приготовления эспрессо на этой кофемашине. Обратите внимание, как варится кофе. Он просто вытекает отсюда, как будто бы это происходит на профессиональной кофемашине. Я использовал 14 граммов кофе, и на выходе у меня получится 30 миллилитров напитка. Все, наш кофе готов, и произошло это за 23 секунды. Но пока я нажал, там 1 секунда прошла. Поэтому мы не просто приготовили кофе, попали 100% в стандарт эспрессо. Вот наш эспрессо. Так, сейчас мы с вами проверим экстрактивность кофе. Как это делается? Мы должны для начала взять воду. Воду, которую мы использовали в кофемашине. И откалибровать сам рефрактометр на воде, на которой мы готовим с вами кофе. Вот я взял воду, наливаю сюда чистую воду. Делаю это специальным шприцем, для того, чтобы ничего внутрь не попало. Вот у нас загорелись все ноли. То есть у нас 3 ноля. После этого также я набираю кофе. В случае с эспрессо нужно сделать так, чтобы крема, пенка, которая на эспрессо, она не попала в рефрактометр. Иначе будут ложные показатели. Значит, после этого я протираю вот это окошко. Вливаю сюда эспрессо. То есть сегодня мы не дегустируем с вами кофе, а мы его проверяем на рефрактометр. Я думаю, что многие сейчас скажут, чего ты не делал этого раньше? Почему ты в других кофемашинах этого не делал? И я объясню, почему я этого не делал. Сейчас должны появиться показатели. И по формуле на калькуляторе мы с вами высчитаем экстрактивность этого продукта. Для этого нам нужно сделать что? Нам нужно взять с вами выход готового продукта. Там у нас было 32 мл. Точный выход нужно брать. Умножаем на показатели, которые будут сейчас на рефрактометре. Так.
И делим на массу кофе. Еще раз, 32 умножить на 7. На рефрактометре у нас 7,7. 7,72 на 7,72. И разделить на 14 граммов. Экстрактивность получилась у нас почти 18%. То есть это с первого раза я не подстраивал еще даже помол, просто взял вот кофеварку и тут же мы получили 18%. Пока я болтал и рассказывал все про кофемашину, она немножко остыла, и из-за этого вот на 1% экстрактивность ниже. В следующая чашка уже будет лучше, будет более качественно приготовлена, экстрактивность будет ровно 19%. Так, мы сейчас с вами приготовим капучино. Вот я подготовил холдер. Сейчас в деталях покажу, как. Вот здесь 14 граммов кофе молотого. Вот так его нужно разровнять, положить на стол и аккуратненько прижать вот этой палочкой. Сильно не прижимайте, то что на пластиковая такая довольно хлюпенькая. Вставляем холдер в варочную группу и нажимаем на приготовление эспрессо. Сначала готовим кофе. Пока готовится кофе, мы параллельно готовим с вами молоко. Все, кофе наш готов. В комплекте с кофемашиной идет вот такая насадка Panarello. Вот она. Здесь, надеюсь, вам она видна. Вот она здесь насадка. У нее есть два положения. Верхнее положение — это горячее молоко. Нижнее положение, как бы ее снять, это капучино. В режим пара переводится машина нажатием на кнопку пара. И через 1 секунду просто открываем стимер. Пар здесь довольно мощный. Значит, пока взбиваю, параллельно расскажу, что вот это за резиночки такие канцелярские здесь. У этой машины есть один недостаток. Когда вы снимаете вот эту насадку, во время приготовления резиновый наконечник просто сваливается с кофемашины. Его нужно чем-то зажать. И вот я пока, поскольку машина не моя, я взял, приделал это такими канцелярскими резинками. Если этого не сделать, то получается очень неприятный хлопок, звук, резинка вылетает к вам в питчер. Это такой недостаток, который есть в этой кофемашине. И это не первый раз, я уже работал на такой кофемашине и с такой же самой проблемой встречался. Вот наше молоко. Ну, молоко приготовлено, естественно, очень хорошо. Сейчас мы будем с вами делать капучино. И выливаем с вами молоко. Корявый рисунок получился, но молоко хорошего качества. Очень удобно руки стоят для того, чтобы было все видно. Так, будем подводить итог, но Максим попросил ответить на целый ряд вопросов. Они относятся все к этой кофемашине, поэтому не спешите выключать ролик, они вам тоже эти ответы понадобятся, если вы собираетесь покупать такую кофемашину. Я буду параллельно пить капучино, который только что на ней приготовил. Рисунок, честно, получился корявый, но мне было неудобно руки держать. Но переделывать не стал, потому что молоко само по себе хорошего качества. Итак, первое. Для кого эта кофемашина? Если вы не ленитесь там сами взять, засыпать кофе, и вас не смущает вот такая процедура. Вот здесь вместо такой спрятана постоянно коробочка, в эту коробочку сбрасывается кофейный жмых. Это я набрался, пока готовился к съемке, столько жмыха, то есть пока настраивал кофемашину. Если вы не ленитесь делать эту процедуру, вытаскивать холдер и сбрасывать сюда жмых, и каждый раз этот холдер протирать ветошью, тряпочкой и так далее, и засыпать кофе, то эта кофемашина для вас. Почему? Ну, во-первых, она стоит недорого. Это низкая цена для эспрессо-кофемашины, особенно сейчас, когда вообще происходит кризис, то мне кажется, это потрясающее решение. И еще потому, что на этой кофемашине вы можете реально выварить кофе. Вот один из вопросов был от Максима, что на ней можно более-менее приближенно к эспрессо выварить. Я могу сказать, Максим, что на ней можно выварить прекрасный эспрессо. Для бытовой кофемашины эта машина дает фору по качеству кофе. Я вот сейчас варил Эфиопию, и эта Эфиопия прямо чувствуется в чашке, понимаете? Вот так должна готовить кофемашина. То есть характер Эфиопии сохранился. Я для нее выбрал очень непростую задачу. Если вы смотрели мои предыдущие ролики, то вы там слышите часто, что я говорю, что вот для этой кофемашины там только кофе с робустой, на этой можно моносорт варить. Можно варить смесь для эспрессо. То есть у нее хороший потенциал. Но для того, чтобы раскрыть потенциал этой кофемашины,
Вот та кофемолка, которую мне дал Максим, она не подходит. Она ограничена в возможностях. Она, это, по-моему, модель 79-я DeLonghi. Маленькая такая коробочка. Можно мне инструкцию на кофемолку? Да, вот эта кофемолка. Модель KG7989. Вот эта кофемолка можно использовать. То есть, как бюджетный вариант использовать можно. Но весь потенциал кофемашины она вам не даст раскрыть. И при этом не обязательно покупать дорогущую ручную кофемолку. Можно купить вот такую кофемолку, если вы любите кофе в путешествиях. Если вы передвигаетесь, и вам нужна кофемолка. Кстати, на Temi More помол для конкретной модели кофемашины стоял от 11 щелчка до 15. То есть вот в этом промежутке, в зависимости от того, какой продукт я заваривал, я использовал помол на 14 граммов. Поэтому 11-15 щелчок. Можно купить кофемолку серии Dedica, которая вот есть сама кофемашина. Она стоит примерно столько же, может быть чуть-чуть дороже, чем вот эта ручная кофемолка. Если вам не нужно таскать, вы на той кофемолке сможете готовить кофе и под альтернативу, и под чашку, и любые способы. Но самое главное, что она позволит вам раскрыть потенциал конкретной кофемашины. Поэтому она подходит для тех, кто не ленится взять руками и приготовить сам чашку кофе. И кого не смущает вот такая коробочка рядом с кофемашиной, где будет валяться кофейный жмых. Потому что эту процедуру необходимо будет выполнять. Для кого кофемашина не подойдет? Вот, допустим, несмотря на то, что она широкий потенциал кофе раскрывает, лично мне эта кофемашина не подходит. Потому что у меня нет времени 15 дополнительных минут обычно утром для того, чтобы проснуться, настроить кофемашину и приготовить на ней кофе. Значит, из минусов хочу сказать вот один момент. Кофемашина долго греется. Я бы ее вообще не выключал, но она сама выключится через 3 часа. Поэтому лучше ее встать, включить, дать ей где-то минут 15 просто постоять. И после этого переходить к приготовлению. И второй минус, это вот слетающая вот эта насадка. Он решаемый, его можно там стяжку придумать какую-то постоянную, зажать раз и навсегда, она не будет слетать. Но по умолчанию при покупке вы, когда будете взбивать так молоко, с этой проблемой столкнетесь. Поэтому мне не подходит, потому что эта машина требует к себе внимания и времени. И зона, в которой будет стоять кофемашина на кухне, она будет не всегда чистая. То есть всегда будут маленькие крошки кофе попадать. Приготовили, нужно протереть. Но при этом вы, конечно же, можете приготовить классную чашку эспрессо, бескомпромиссную. Ну, то есть реально хорошую чашку эспрессо. И очень хорошую чашку капучино, если еще потренируетесь взбивать молоко. Отдельный курс выпущу, как настроить капучино и молоко. Так, как обслуживать? Может, резинки какие-то менять? Да, будет отдельный ролик про обслуживание, там обязательно про это расскажу. Стоит ли заморачиваться, покупать темпер и бездонный холдер? Значит, что касается покупки темпера. Темпера, возможно, для тех, кто не знает, это вот устройство для прессования кофе. Вот называется темпера. Здесь он пластиковый. Бывают темпера металлические, классные, дорогие, тяжелые. К этой кофемашине, если вот использовать стандартный портофильтр, то покупать темпер не нужно. Дополнительный. Почему? Потому что здесь сильная темперовка не нужна. Здесь нужно просто уплотнить кофе, разровнять его, слегка уплотнить. Если вы посмотрите, то здесь внутри мы видим отверстие, а снаружи одна маленькая дырочка. Это сделано для того, чтобы за счет портофильтра в варочном механизме создавалось дополнительное давление. Вот за счет этой маленькой дырочки мы, собственно говоря, и получаем при примитивной конструкции. Кстати, здесь после приготовления молока нужно переводить кофеварку в режим кофе. Вот я ее сейчас не перевел, она будет там ругаться, будут кнопочки мигать. Значит, вот при такой примитивной конструкции, за счет этой маленькой дырочки, вот здесь накладки на портофильтр, мы получаем хорошего качества кофе. Значит, покупать дополнительно специальный холдер, обрезанный холдер, это холдер, у которого нет дна, нет вот этих носиков. В такие холдера покупать в профессиональной кофемашине. Максим, для тебя конкретно могу сказать, что ты можешь взять вот этот портофильтр одинарный, срезать вот эту часть на ней. И вот тогда есть смысл купить себе металлический темпер, потому что как только ты эту часть срежешь, кофе нужно будет сильно темперовать, и ты получишь эффект как будто бы с обрезанного холдера. Вот примерно такой будет результат. Так.
Так, молоко здесь так, вроде хорошо готовят. Молоко здесь готовится прекрасно, просто идеально. Здесь готовится молоко очень хорошо. Она дает пара предостаточно. То есть я использую одинарный питчер, но вообще можно приготовить и 2 чашки капучино. Так, ну все вопросы. Там уже вопросы пошли по кофемолке, но я по кофемолке уже думаю, что все ответил, что кофемолка, которой можно пользоваться, но не раскрывает потенциал конкретной кофемашины. Значит, не подойдет тому, кто не хочет настраивать помол, тратить на это время, заморачиваться, потому что под каждый кофе это нужно будет обязательно делать. И не буду рассказывать как, обязательно сниму отдельный выпуск, потому что на это нужно время, чтобы объяснить, что необходимо делать. Вот, поэтому вот эта кофемашина многим не подойдет, но тем, кто хочет сэкономить и реально готов позаморачиваться, мне кажется, это отличный вариант, потому что это фирменная кофемашина, классная, мне нравится ее внешний вид, ну и в общем-то все с ней хорошо, то есть она не искажает и не портит вкус кофе, а позволяет его прекрасно раскрыть. Друзья, буду заканчивать. Еще раз напомню, что для нас самое главное это ваши комментарии, это ваши подписки, это ваше внимание. Это все дает нам стимул и желание снимать новые ролики. Поэтому не забывайте подписаться на канал. Будет продолжение по конкретной модели кофемашины, потому что хорошая машина нравится и стоит дешево, что сейчас, на мой взгляд, очень и очень важно это сэкономить, ну сэкономить правильно, не в ущерб качественному кофе. Так что хорошего вам кофе и до встречи на канале. С вами был Юрий Стельмахов. Пока.